Всем привет! Вы на канале Гаражный Бездельник. Возникла интересная идея сделать апгрейд компрессору для шиномонтажа, а именно добавить ему очень востребованную функцию взрывной накачки колес. Ресивер компрессора 100 литров, с торца есть резьбовой штуцер. Будем изобретать? Поехали! Для сборки конструкции приобрел вот такой рукав. 32 мм внутренний диаметр, 1,6 мегапаскалей. Это получается на 16 атмосфер. Длина 1 метр и 2 силовых хомутика. Ну что, постреляем? Идея лично моя.
Так что результаты эксперимента неизвестны никому. Если бы у меня компрессор стоял просто в гараже на полу, то эти все огороды были бы не нужны. Просто сделать прямоток. Здесь кран, гибкий рукав и здесь кран. И все. И эффективность была бы выше. А так как он у меня стоит в бункере, приходится вот так извращаться. Итак, эксперимент. Колесико 15, диск 7 дюймов, шина Мишлен 185/65. Мишлен больше всех грешит тем, что хоть правильно храни шины, хоть неправильно, все равно борта слеживаются вместе. И на широкий диск накачать крайне проблематично. Будем испытывать нашу самоделку. Прелестно! С первого раза получилось! Восхитительно! Еще вот этот наконечник сплющить немного. Песня! Ура! Вторая попытка. Усложняем задачу. Внутренний борт защелкнули, наружный отжали. Щель между диском и шиной стала еще больше. Пробуем еще раз. Великолепно работает! Фантастика! Итак, для тех, кто решит повторить. Выход с ресивера 3/4 дюйма, американка. Переходим на 32-ю трубу полипропилена. У кого стоит на полу компрессор, гуся этого, естественно, не нужно. Сразу 32-я труба. Крана нужно обязательно 2, чтобы рукав не был всегда под давлением. То есть сразу кран, гибкий рукав, у меня в моем случае на 16 атмосфер. Второй кран, стволик, все. Два силовых хомута. Меньше 1000 рублей, то есть за $10 мы получаем обалденную функцию взрывной подкачки. И не нужно покупать бустер, который стоит от 10 000 рублей, самый дешевый 19-литровый. И вопрос к коллегам. Использование взрывной накачки колес влияет на ценник для клиента или не влияет? Напишите в комментариях. Для закрепления результата делаем третий раз. Одному не очень удобно, поэтому делаем вот так вот. Расстояние между бортом диска и бортом шины просто огромное. Все готово.
Из 3 попыток 3 удачные. Так что самоделка себя оправдала. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!